Гиены уже чувствовали победу. Старый лев едва держался на лапах. Когда-то он был хозяином этих равнин, и одного его рыка хватало, чтобы разогнать стаю. Но сегодня все было иначе. Они окружали его медленно, шаг за шагом, сужая круг. Он пытался рычать, но голос звучал хрипло и слабо. Один против целой стаи. Без прайда, без сил. Казалось, это конец. И именно в этот момент произошло то, чего не ожидал никто. Из-за горизонта появился тот, кто полностью изменил исход этой схватки. В заповеднике Масаи-Мара много лет жил лев, которого сотрудники считали настоящей легендой. Когда-то он был хозяином равнин, сильный, быстрый, с густой гривой и тяжелым уверенным шагом. Его взгляд был спокойным, но в нем чувствовалась мощь. Даже гиены старались не приближаться, когда он появлялся рядом с добычей. Однако время никого не щадит. С возрастом его тело ослабло, грива поредела, движения стали медленными. Охота превращалась в испытание. Быстрая антилопа легко уходила от преследования. Прайд распался, молодые самцы ушли, и лев остался один. Раны появлялись все чаще и заживали все дольше. Он все чаще прятался в высокой траве, избегая лишних встреч. Гиены быстро почувствовали перемены. Те, кто раньше держался на расстоянии, теперь начали следить за каждым его шагом. Они выжидали момент, когда он окончательно ослабнет. За территорией наблюдал рейнджер, который много лет следил за жизнью этого льва. Он помнил его сильным и непобедимым и тяжело переживал, видя, как старость берет свое. Он старался не вмешиваться в законы природы, но всегда держал ситуацию под контролем. В один из знойных дней лев медленно брел по выжженной солнцем саванне. Он был истощен и почти не ел несколько дней. Вдруг неподалеку показалась стая гиен. Сначала они кружили на расстоянии, затем начали сужать круг. Их становилось все больше. Лев попытался уйти, но сил почти не осталось. Гиены окружили его и внезапно бросились вперед. Он рычал и пытался отбиться, но слабость давала о себе знать. Хищники наносили удары, стараясь свалить его с лап. К счастью, неподалеку патрулировала машина рейнджеров. Они заметили необычное движение и направились ближе. Увидев, что лев в опасности, сотрудники подъехали вплотную и выстрелили в воздух. Резкий звук и приближение людей заставили гиен отступить. Лев остался лежать на земле, тяжело дыша. Он был ранен и истощен. Рейнджеры осторожно осмотрели его и приняли непростое решение – перевести в реабилитационный центр. Без помощи он бы не выжил. В центре ветеринары обработали раны, сделали уколы антибиотиков и обезболивающих, начали восстановление с помощью питания и капельниц. Первое время лев был напряжен, но постепенно понял, что люди не причинят ему вреда. Восстановление шло медленно. Возраст давал о себе знать, и специалисты понимали, вернуть его в дикую природу уже невозможно. Слишком велик риск новых нападений. Поэтому для него подготовили просторный вольер под наблюдением сотрудников. Со временем раны затянулись, он немного окреп, стал чаще подниматься и даже изредка рычать. Рык был уже не таким мощным, как прежде, но в нем по-прежнему звучало достоинство. История спасения быстро разошлась среди посетителей заповедника. Люди приезжали, чтобы увидеть старого льва и услышать его историю. Многие говорили о том, как важно защищать животных и беречь природу. Он уже не был грозным хозяином равнин, но остался символом силы, времени и уважения к жизни. Иногда вечером он поднимал голову и тихо рычал, словно вспоминая свои лучшие годы в саванне.